Приветствую всех, с вами Валентина Лыкина. В этом видео я покажу, как сшить подкладку для сумочки Эмилия. Конечно же, на нее уже вышел подробнейший мастер-класс, и ссылку на видеообзор я для вас оставила в описании под этим видео. Также на моем канале вы найдете подробный мастер-класс о подкладке. Там я рассказываю, какие ткани использую, как сделать замеры, раскроить, сшить, а также вшить подкладку готовую в сумочку. Рекомендую также ознакомиться с этим мастер-классом. В этом же видео я покажу, как сделать замер, какие именно замеры сделать, как раскроить и, естественно, сшить подкладку. Все остальные детали вы найдете в обучающем видео о классической подкладке. Подкладка будет состоять из двух полуовальных деталей, которые будут идеально повторять форму сумочки. Для того, чтобы раскроить такую подкладку, нам необходимо выполнить всего два замера плюс один дополнительный, в том случае, если в вашей сумочке будет присутствовать кармашек. Первый замер нам необходим для того, чтобы узнать, какая ширина подкладки нам нужна. Все замеры делаем внутри сумки. Первый замер: мы вкалываем иголочку в верхней части, там, где будет располагаться в будущем подкладка, и сантиметровой лентой замеряем внутри сумки ее окружность. Вносим на листочек получившееся число. У меня получилось 52,5. И так как две детали, мне необходимо это число разделить на 2. Получила я 26,25. Можно здесь и округлять, если у вас также получается. Можно написать просто 26,3. Далее к этому числу нам необходимо добавить припуски, так как у нас будет два шва. Соответственно, 2 сантиметра добавляем и получаем 28,25. Вносим это число на схему. Соответствующее число к соответствующему показателю. Это ширина. Далее второй замер мы делаем для того, чтобы узнать, какая высота данной детали нам необходима. Для этого мы находим точки на двух сторонах сумочки, где у нас будет завершаться подкладка, где будет располагаться край. Вкалываем с этой стороны иголочку и с этой стороны иголочку. И затем замеряем в сумке внутри также от первой точки по низу и доходим до второй. Так мы получаем второй замер. В моем случае получилось 42. Это число я делю также на две детали. Разделила на 2 и получаю 21 сантиметр. Здесь мне также необходимо добавить припуски: 1 сантиметр внизу и 2 в верхней части. Итого 1 плюс 2 получается 3. 21 прибавляю 3 и получаю 24. Также вношу этот показатель на схему. Высота подкладки будет 24 сантиметра. Для того, чтобы определить высоту и ширину кармашка, необходимо примерить сантиметром внутри сумки, либо сложить ее пополам и на лицевой части определить, где будет располагаться карман. Помните, что кармашек должен располагаться таким образом, чтобы его углы не упирались вот в эти закругления. Я буду раскраивать для этой сумочки кармашек шириной 17 сантиметров и высотой 13 сантиметров. Это уже готовый размер с припусками. Раскраиваем две детали размером, который у вас получился. У меня ширина 28-25 и высота 24 сантиметра. Следующее, что нам необходимо сделать, это получить ту самую форму сумочки. Для этого я очертила со всех сторон по сантиметру, так как припуски у меня 1 сантиметр. Затем я складываю сумку вот таким образом, прижимая ее к основе.
Здесь выравниваю, чтобы с двух сторон также было по 1 сантиметру. И затем я просто обвела корпус, вот эту часть, мелком. И получила линию, по которой буду прокладывать строчку. Перед тем, как вы это сделаете, очень важно пришить кармашек, в том случае, если он у вас будет, в ту точку, где он должен располагаться. От верха я отступила 5 сантиметров, разделила эту ткань пополам и уже установила здесь кармашек. Перехожу к сшиванию двух этих деталей. Затем мы обрезаем все лишнее, обрабатываем край зигзагом и подворачиваем верхнюю часть подкладки на 2 сантиметра, то есть настолько, сколько мы добавляли при раскрое. Вставляем подкладку в сумочку, обязательно в донышке все расправляем и корректируем высоту этой подкладки. Как только вы нашли нужные точки, сколько необходимо подвернуть, вынимаете эту подкладку, хорошо отпариваете этот сгиб. После переходите к вшиванию подкладки в сумочку. В мастер-классе по классической подкладке я все подробно показываю, как вшивается подкладка в сумочку. Я надеюсь, этот мастер-класс вам был полезен. Оцените данное видео, подписывайтесь на мой канал и будьте в курсе новых мастер-классов. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!